А вы знали, вдоль какой реки находились древние стоянки первобытных людей на территории Хакасии? Это река Белый Июс, на которой расположен удивительный маршрут Тропа предков. Тропа предков, или как ее называют тропой шаманов, находится возле деревни Ефремкино. Раньше она называлась Тагыс-Ас, в переводе с хакасского «девять ртов», потому что рядом горы и скалы с пещерами напоминают раскрытые рты. Остановились мы в юрточном комплексе под названием «Зов предков». В Хакасии редко где встретишь юрты в туристических местах. И, к слову, я впервые переночевал в юрте именно здесь. Я оставлю ссылки в описании. Экскурсию нам организовал мой одногруппник по историческому факультету Виталий. Он и его друг, тоже Виталий, работают экскурсоводами по Ширинскому району. Кому нужна экскурсия, я оставлю ссылки в описании. Какая в древнехакасском языке была? Юс? Юс. Слово гусь. Гюс? В древнехакасском языке было слово гусь. Означало это вода река. То есть это белая река. За горами черная река, черный юс. То есть в переводе. В 40 километрах отсюда они сливаются и образуется река Чулым. Но есть такой географический парадокс. Мы находимся в бассейне реки Енисей, Хакасской Енисейской котловине. А вот река Чулым впадает у нас в Обь. То есть если вот отсюда уплыть на катамаране по Белому Июсу, можно доплыть до Новосибирска, но не до Красноярска. Есть, это топонимики осталось это слово, сейчас такого слова нет. В некоторых надписях рунической письменности встречается слово гусь. Есть вот подобные названия. Есть река Сарала, Сарал-Гюсь называется. Есть река Юзик, тоже впадает в Саралу. Есть река Береса, тоже из той же серии. То есть это какое-то было диалектное слово. Там вот где вот. А как проще? Ну, то есть, как Береса и Береса Переюсь. Единая река. Несколько горных речек сливается таежных. И образуется река Береса. Ну, на Тюркском сух просто, да? Нет, вот сейчас на Хакасском сух река осталось. Это тоже хакасское слово было. А древнее Юс? Нет, это 1000 лет назад было такое слово гусь. Вода, река. В древнетюркском языке. В древнехакасском получается. А потом по правилам хакасского языка между двумя гласами оказывается согласные гусь, да? Протяженный юсь стало. Ахюсь называется. Там Хара-Юсь течет. Почему называется Ахюсь? Она вот здесь уже уходит в степь. А вот Хара-Юсь, почти что до слияния до Малого Сютика течет по тайге. И она темная, она в тени. Вот они там сливаются, образуется река Чулым. Такого слова нет. А вот в деревнях, вот туда, дальше туда, на север, где-нибудь, где Сарала, есть такое выражение, говорят, налей юзик. Так, налей водичку. Есть такое выражение. Вот в деревнях некоторых там. Они, может, даже хакасского давно не знают, вот выражение осталось. Юзик — это река, водичка, то есть. Маршрут средней сложности занимает около 4-5 часов. Единственные трудности возникают в подъеме в пещеры. Для молодых людей это не составит больших проблем, но уже для взрослых людей, пенсионеров, мне кажется, будет трудновато. Но почему-то здесь костей же не было обнаружено у древних животных. Почему? А здесь тоже копали? Копали? Если они там копали, могли и здесь копать. Нет, они же нашли же глиняную посуду там. Нет, глиняная посуда, это же сколько у нас? Может, 1000 лет тому назад отшельники же жили? Нет, я согласен. Я имею в виду, что если они глиняную нашли, то они могли и кости найти, если бы они копали. Может быть. Они же наверняка здесь тоже копали и нашли такую посуду, а кости. Мне вот единственное, вот в таких местах кажется, до воды сколько идти.
Мне кажется, это зимняя стоянка, наверное, была здесь. Потому что Здесь? до воды идти далеко. Это, ну, может даже не зимняя, но она более безопасная. Она более лучшая. Более безопасная. От зверей. И А, она чисто побольше, безопасность. здесь могу и побольше людей жить, чем там. А, это что, он 60 метров здесь длину получается? 125. Только маленький. Хотя там же, видал, вторая же полость есть. Там же на ней тоже рисунки есть во второй полости. А здесь рисунок есть? Здесь письменность такая. Письменность. Вот это остатки. Ну, Скорее прям... всего, вот здесь они вот это, скорее всего, тоже вот было. Видите, камень отваливается из этого. Это вот остатки всего. Их А даже- тут расшифровали? Да, ее, ну, она уже, когда читали, она уже была, камень насыпался, и вот остатки. Но было написано, придя из Алтушань, мое государство, мой хан, мое имя Агдамунал, вернувшись в город, я встретился с братьями. То есть, вернувшись из Алтушань. То есть Алтушань это государство Северной Ляо. В 9-10 веках, когда вот писалась эта надпись, находилась на Северном Тибете. То есть человек там был послом. Он был посол. То есть мое государство, мой хан, он был служащий, он посол. То есть он выполнял посольскую миссию. Он ее выполнил, вернулся. Звали его Агдам, Анал это титул его. То есть он был очень знатный. Аналами называли принцев по крови, но не наследственных. Наследственно назывались тигины, кто наследовал власть, а Анал это принцы по крови. Но они не наследовали власть, получается. Но они занимали высокие должности. Были там военачальниками, были послами, могли быть судьями, да, этот был послом. По религии он был манихеем. То есть, вернувшись с гор, я встретился с братьями. С гор, скорее всего, имеется в виду Тибет. Братья это братья по вере, братья манихеи. То есть он был отшельником, монахом. И то есть он был очень знатным, но ему не нужны были материальные богатства, ни земли, ни скот, ни люди подвластные ему. То есть он спасал свою душу. И сидел здесь и написал вот эту надпись. Ну, это автобиография, получается, его. Может, она здесь продолжалась, да, еще что-то было написано, но мы не знаем. Видите, камень сыпался, да, и надписи. То, что мы ученые прочитали, только вот это. Может, он здесь умер. То есть здесь он, скорее всего, был не один. Может, несколько человек было монахов. Спасали они свои души. Но такие надписи встречаются. В основном вот это написано в виде эпитафий на могильных камнях и в виде молитв. Есть вот одна из них, вот здесь, видите, черными чернилами. Вот остатки надписи. На древнеархонском, енисейско-архонском. Да, енисейская архон енисейская письменность. Вот это нет, да? Нет, это уже вот такие. Современные. Это тоже современное? Нет, это вот это и есть письменность. Ну, это руна Т. Это вот Т. Который пишется там с такими гласами, как А, О, У. Это Ан, который пишется с Е, И. Н? Да, вот это вот. Такая она. Вот здесь был Ялтун, да, написано, золотой, да, Ан. Как произносилось? Как он говорил, ну вот, примерно так должно было звучать. Минангадам Агдам Мунал, Тағлардың түскенде Харндастырдың братьями, да, Харндастырдың. Но видите, братья по вере, не может не Харндас, да, это брат по крови, может как-то отличается, вот, братья по вере. Но Харндас это у вас надо будет. Вот, примерно, надо будет это прочитать. Там же есть вот такие, да, переводы, вот как они читались. Ну, примерно так и должно было звучать. Конечно, немножко отличалось. Все, ладно. Идемте. А вот это современное? Нет, это, видите, вот это, нет, это вот эти темные пятна, это вот от камня, это естественно. А это вот эти вот, да, знаки, это вот чернила, черным чернилом написалось.
Дальше проход есть? Прохладно. А что смотрел это? Тут как будто выдолбили. Фильм какой-то. Я не помню, там залазит в пещеру и стали... Нет, время останавливается. Не. Сейчас выйдем. А уже 2040 год. Там дальше что-то? Нет. Там, наверное, нет. Как они здесь не выдолбили, интересно, впервые? Да, мне кажется, нет. Что ж это было? Че? Летучая мышь? О, вот это контент. Что блогеру плохо или хорошо?